Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. Сегодня я поделюсь с вами процессом изготовления ключницы с хамелеоном в стиле стимпанк. Мне очень нравится этот стиль, и я просто обожаю хамелеонов. А работу можно выполнить в виде ключницы, либо в виде панно, на ваше усмотрение. Для работы использую отрезок плиты ДВП размером 20 на 25 сантиметров. Также подойдет гофрокартон, склеенный в 3-4 слоя. Для приклеивания ткани применяю столярный клей ПВА, но также подойдет полимерный универсальный клей. Для удобства хамелеона я разделила на части и сделала так, чтобы середина была полой. Ссылку на эскиз хамелеона и рисунок с деталями вы найдете в описании под видео.
Для имитации ветки подойдет любая плотная ткань, которая не порится по краям. Также можно применить и натуральную высохшую веточку. Детали оклеиваю тонкой замшей. Но это совсем не обязательно, можно применить что-то другое, например, тонкую кожу или плотную ткань. Главное, чтобы с ней было легко работать и она не была слишком ворсистой. Для изготовления лапок использую фольгу. Их можно делать как на каркасе из проволоки, так и без. Также каркас можно сделать и для хвоста, но я сделала хвост без каркаса, так как фольга достаточно хорошо сама по себе держит форму. Сверху хвост и лапки оклеиваю бумажным скотчем. Для глаза хамелеону применяю пуговицу на ножке, предварительно ее срезав. Также использую шнур и различные мелочи, которые нашла у себя дома.
Хвост и лапки оклеиваю шнуром и половинками от застежки молнии. Жесткой кистью убираю клеевые нити. Окрашиваю хамелеона черной акриловой краской. При помощи трафарета коричневой акриловой краской рисую шестеренки. Но если у вас нет подобного трафарета, шестеренки можно нарисовать и от руки. Думаю, это несложно. Чтобы хамелеон не был скучным, бирюзовой акриловой краской добавляю яркости. По рельефу наношу бронзовую акриловую краску, а затем для игры цвета добавляю немного золота. После высыхания краски покрываю хамелеона несколькими слоями акрилового лака.
Методом сухой кисти серой краской делаю тени. При желании ткань также можно покрыть акриловым лаком, тогда она будет дополнительно защищена от пыли. Но необходимо учитывать, что при покрытии лаком ткань будет иметь более темный оттенок. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Как всегда, всем моим подписчикам огромный привет! Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за ваши теплые слова, добрые пожелания и поддержку. Ну а гостей канала, как всегда, призываю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о новых видео. Хочу сделать небольшое объявление о том, что у меня есть дополнительный канал, на котором я публикую мастер-классы с основного канала, но в измененном виде. Там они без озвучки и ускоренные. Возможно, кому-то из вас подойдет именно такой формат. Ссылку на канал я оставлю в описании под видео. Всем моим зрителям желаю волшебного творческого вдохновения, пусть все всегда у вас получается. Всех вам благ, добра, здоровья, благополучия и самое главное – это мирного неба над головой. До новых встреч!